Не знаете, во что поиграть? Во все игры вы уже поиграли или они вам не понравились? Сегодня я расскажу вам о парочке лучших новых игр за март 2024 года на телефоны. Готовьте Play Market и Google. Всем жителям YouTube привет. Погнали! Кубокотики. Игра вышла 5 марта. Здесь нам нужно управлять кубокотом. По заявлению разработчика, это веселая и захватывающая игра, где игрок управляет бумажным кубокотиком и сражается на огромном тетрадном листе, где каждый участник стремится стать самым большим и мощным кубокотом. Твоя задача есть как можно больше, чтобы твой котик становился больше и сильнее. Но будь осторожен, другие котики могут напасть на тебя. Уклоняйся от опасности и атакуй других, чтобы быстро набирать очки. К слову, это игра от популярного блогера-тиктокера Симбы, или же Симбочки-Пимпочки, на канале которого, как вы уже поняли, было и есть множество котов, которые являются участниками этого канала. Ограничение игры 3+, 500 тысяч скачиваний и рейтинг 4,3. Номер 7 в топе бесплатных аркадных игр и номер 4 в топе бесплатных новых игр. Размер приемлемый – 54 мегабайта. Давайте скачаем и посмотрим, соответствует ли эта игра ряду предложенных нам особенностей. Итак, вначале нам сразу же хотят сказать то, что нам 99 лет. Короче, тут есть вкладки «Домой» и «Скины». Сразу покупаем новый скин, есть еще трейлы. Это типа следы. Пока что все интересно, давайте играть. О, тут есть обучение. Итак, нам нужно кушать, чтобы набирать больше здоровья. Что это такое? Мурсидей? Это что, один из персонажей канала на ютубе или что? Блин, у меня реклама прямо во время катки. Игра чуть-чуть подлагивает у меня, если что. Я пока что не понимаю, что от нас хотят. Воу-воу, давай драться! Yes, я победил. Так вообще не интересно. Я сдох. А еще у меня бесконечная загрузка. Так, короче, перезаходим. В общем, я все понял. Это типичная игра в стиле Piper EU 3D, только хуже. Давайте проверим. Захватывающий игровой процесс. Спустя время здесь действительно будет очень эпично и круто. Поэтому, наверное, это действительно правда. Очаровательные персонажи. Ну, если для вас квадратные морды это что-то милое, то спорить с вами не буду. Усиление. Наверное, да. Красочная графика. Типичная игра за 5 рублей от блогера. Ничего красочного не вижу. Простое управление – это правда. Что ж, это очень простоватая и незамысловатая игра, которая оказалась в этом топе только из-за блогера, который за этим стоит. Если вам это интересно, то можете попробовать. AFK Journey. Игра вышла 27 марта. По заявлению разраба, это ролевая игра, где вы собираете команду из фэнтези-героев времен Средневековья. Проект сразу цепляет мультяшной и приятной палитрой цветов. Также геймплей незамысловатый. Вы управляете отрядом, который двигается по коридорным локациям и встречает на своем пути врагов. Перед началом битвы нам нужно расставить юнитов по позициям. Дальше они сражаются автоматически. Их шанс на победу зависит от того, какой стихии они принадлежат и насколько прокачаны. Игра 12+, 1 миллион скачиваний и рейтинг 4,7. Все это очень даже круто. Размер игры почти гигабайт. Топ-1 в ролевых бесплатных играх, топ-5 в новых играх. Давайте взглянем. Итак, после долгой загрузки и поиграв несколько часов, я могу сказать пару вещей насчет геймплея. Интересно, что здесь можно тупо лутать огромное количество ресурсов и, как я знаю, получить всех эпических и других персонажей бесплатно за определенное время. В игре есть сюжет. Могу сказать то, что это просто фантастически красивая игра. Действительно, здесь знакомый стиль рисовки пересекается с очень красивой графикой. Игра, по сути, является очередной стратегической игрой, сражениями и кучей разных персонажей. Но сюжет и графика добавляют изюминку в игру. И если вам интересен такой жанр игр, то добро пожаловать. Ну, раз уж мы заговорили про игры, то я не мог пройти мимо канала Майдви. Это просто сокровище среди других игровых каналов, на котором автор снимает прохождение разных игр. Тут ты можешь от души посмеяться или даже испугаться. Вот реально, без рофла, просто бомбические превьюшки и качество видео. Куча разных прикольных игр, которые лучше проходить вместе с Майдви. Рекомендую этот игровой канал 100 тысяч раз и оставляю ссылку на этот чудо-канал в описании. Выбирайте лучшие каналы. Blood Strike. Игра вышла 14 марта и навела больше шума в интернете, чем другие игры.
Королевская битва на смартфоны. Игра является прямым конкурентом игры Call of Duty Warzone Mobile, которая, кстати, тоже вышла в марте этого года. По заявлению разработчика, лучшая сторона игры – это управление. Есть несколько режимов. Королевская битва и сетевая игра. 16+ ограничения. 10 миллионов скачиваний, рейтинг 4,6. Размер файла 626 мегабайт, что весьма неплохо. Топ-9 бесплатных экшен-играх, топ-6 бесплатных новых. Погнали смотреть. Итак, после захода в игру и на протяжении всего сеанса я понял одну вещь. Мультиплеер в этой игре явно не идеальный. Стоило бы улучшить конкретно данный режим. Больше всего меня удивила хваленная королевская битва. Я не знаток стрелялок на мобилке, но игра мне понравилась. Да, до Call of Duty и других игр это не дотягивает явно. Да, тут не лучшая графика в пользу производительности, но игра действительно хорошая, если учитывать ее маленький вес по сравнению с другими играми. Мне кажется, что если вы хотите испытать новые эмоции для стрелялок, это лучший выбор. И также она лучше, если у вас мало памяти на телефоне и если он слабый одновременно. Night Crawls. Действие игры разворачивается в альтернативной Европе 13 века, где вспыхнули восстания и началась борьба за власть. Игроки могут исследовать мир, выполнять квесты, фармить ресурсы, сражаться с боссами, прокачивать своего героя и участвовать в PvP и PvE активностях. Геймерам доступны 4 уникальных класса – воин, охотник, колдун и мечник. 16+ ограничения, 500 тысяч скачиваний и рейтинг в 2 звезды. Вес игры 113 мегабайт. Сомнительно, но окей, погнали. Что ж, зайти в эту игру получилось только с 10-й попытки из-за аутентификации. Что могу сказать об игре? В этом топе я обозреваю популярные игры этого месяца, но это не значит то, что они все хорошие. Я это говорю к тому, что Night Crawls 100% типичная и скучнейшая игра в MMORPG. Больше 1 часа я не смог поиграть и удалил это. Оценка говорит сама за себя. Мне не понравилось. Игра подойдет для любителей PvP игр, которым просто нечем заняться. Возможно, это вас заинтересует. Brawl Royale. My Happy Shooter. Онлайн-игра с персонажами из культовых фильмов, например, Робокоп или Рэмбо. У каждого героя есть свои навыки и оружие. Помимо мультиплеера есть одиночные и кооперативные режимы. Бои в игре проходят с видом сверху, на небольших картах, где нужно отстреливать врагов и собирать монетки. Есть одиночный режим с ботами и мультиплеер с реальными игроками. В текущей версии доступно 15 персонажей, включая Терминатора в человеческом облике, Робокопа, Рэмбо, Лару Крофт, Гордона Фримена, Блейда, Мачете, Судью Дредда, Индиану Джонса и Игона Спенглера. Всех героев можно прокачивать, увеличивая максимальный запас здоровья и наносимый урон. 16+ ограничения по какой-то причине, 100 тысяч скачиваний, оценка 4.1. Размер файла 168 мегабайт. Сразу говорю, это не нужно воспринимать как какой-то серьезный проект, нацеленный на первое место в топе. Это получилось явно случайно. По сути, это тупо Бравл Старс на минималках, с персонажами из игр и с прикольной графикой. Играю уже 4 часа. Мне нравится. Хочется больше обновлений, которые явно будут в будущем. Если вам хочется ощутить что-то новенькое, попробуйте это. Как вам новое видео? Для эксперимента я взял только лишь 5 самых популярных игр и подобрал именно для тебя лучшую. Если тебе понравилась эта новая рубрика, то дайте мне знать в комментариях. А на этом я это видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока, до скорого.